Нашел-то нет. Нашел! Пошел вот так. Итак, дорогие друзья, я вас приветствую в новой серии на канале Абсурд Рейсинг. Все вы долго ждали эту серию, и у вас может сложиться мнение, что она похожа на какое-то еще такое шоу, но у нас нет 70 человек в команде, и, к сожалению, а даже, к счастью, я не вижу Дениса Дорохова. Этот прекрасный поджерик достался мне. Вы могли видеть его в серии, как мы ездили с Владивостока до Томска. Что сделали с этим автомобилем? Его помыли, поменяли масло, махнули колодки, поставили шноркель. Он на автомате, там работает печка, он супер удобный, и поэтому мы этот автомобиль назвали «Чит-код». Но что же все про мой автомобиль? Надо показать автомобили моих товарищей. Полиция запретила нам ставить эту штуку, так что, собственно, мы ничего не потеряли, потому что она скрывает номера, а это либо лишение прав, либо очень большой штраф. Здорово, Пекарь! Как Здорово. тут без меня? Что-то потерял, Кирилл. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, наконец-таки мы на Алтае. Мы готовили это шоу целый год. Мы собирали эти машины по разным городам, мы кидали жеребий, и как бы тут воля, фортуна, судьбы, кому что досталось, мне досталась Volvo. Мы переварили ей полностью все кости, то бишь лонжероны, установили вот эти вот колесики, но привод у нее все равно остался задний. И это, наверное, большой минус в этом путешествии. Ну ладно, мы будем страдать, поэтому как бы будет как будет. Судьба. Кирилл, мы каких-то мух разбудили. Братан, сейчас самая главная навозная муха приедет в кадр. Но я про автомобиль, конечно же, не про Леху. Купили мы ее за 200 тысяч рублей. Там пахнет дедами, бабулями, навозом, сыростью подвала. Но самый главный секрет, который не знают наши зрители, то что объем бака у Алексея Примерно литров 15. или вообще 10. И у него нет ни одной канистры. Но у нас одна есть. Будем помогать другу. Конечно. Поставлю это пока здесь. По жизни Лехе иногда не очень везет. Ну, знаете, вот, если вот ты идешь, на планете одна яма, Леха по-любому туда упадет. Самое не... Ладно, так. Все, кат. Он очень недоволен этой тачкой. Он каждый раз ругается на нее. У меня трясется, я не могу привыкнуть ко всему. Здравствуйте, друзья. Интересное делаем шоу, никогда такого не было, особенно в русском сегменте. Дорогие зрители, это Toyota Sprinter Carib. Когда-то завод это был действительно прекрасный автомобиль, сочетающий в себе универсальность и оффроудность. То есть у него был полный привод, постоянный фулл-тайм, никаких муфт, все по-настоящему. И даже гидроподвеска, то есть эта машина могла подниматься на 5 сантиметров. Естественно, это тут ничего нет. Блокировка есть, но ЛСД, то есть она когда сама захочет, тогда и включается. Межосевая есть, задний мост от Crown, задний бампер от Кадиллака Escalade под квадратный фаркоп. И самое любимое, то, что тут есть турбокомпрессор, который включается с кноп. Там прибавляется плюс 20-30 лошадиных сил. Тяги побольше. Тяги побольше. Когда выходит солнце, в ней начинает вонять мочой. Я ей не доверяю, честное слово. Потому что я не доверяю приводам, не доверяю двигателю, не доверяю сцеплению, не доверяю тормозам, не доверяю левому колесу, оно болтается. Но мы здесь. Но перед тем, как мы начнем, хочется сказать, что мы неделю сейчас прожили в Барнауле. Потому что наша Volvo была потеряна транспортной компанией. И мы неделю просто жили и ждали, что там будет. Мы ходили в музей, мы ходили в филармонию, мы ходили в разные увеселительные заведения, ходили на картинг. Что мы там еще делали? По шлюхам ходили. Как видите, главный спонсор этого выпуска — это вот это абсурд.
Так, ну это, друзья, они денег не дают. Ну, собственно, вы всех спонсоров можете заметить на наших бортах. Соответственно, пока мы жили, мы израсходовали весь наш бюджет. У нас просто не осталось денег. А как мы хотели поступить? Мы хотели просто проехать по оффроуду, показать, какая что машина может, и показать вам туристические зоны, шаманов, всякие увеселительные тоже мероприятия. Но не удалась первая попытка, потому что все было примерно вот так. На этом моменте попытка делать экскурсионный видос заканчивается, потому что у нас была идея, что мы первым делом заезжаем в деревню Саростки, где родился, собственно, Василий Макарович Шукшин, и немного вам вещаем. Но я доехал первый, потому что сначала моих коллег остановила полиция, затем у Volvo отвалился тормозной суппорт. Суппорт у нас вот открутился. Сейчас пойдем в дом-музей, посмотрим, как там. Кто-то не положил нам нашу секретку. Заставили работать. Я опять кино сниму, что ты переживаешь? Так, глаза. Это копия. С душой помогают. Надеюсь, все получится. Купил тормозуху, шланг, 2 болта. Бывший завод. Тут шили когда-то носки, чулки. Чулково-носочный завод. Тут крутили, тут стирали это санки, а вот это, ребята, вот этим раньше топили, потому что нельзя было рубить деревья. Это напрос. Вот пошла камера. Сейчас просто клемку скинем, подождем. Часик. Другой. Поэтому, друзья, мы просто проедемся по этой дороге. Покажем, конечно, оффроуд, покажем возможность наших автомобилей. И, конечно, покажем красоты Алтая. А самое главное, что эта дорога признана одной из самых лучших дорог во всем мире. National Geographic, это, понимаете? То есть не все просто так. Конечно, денег у нас не хватает. Будет все скромно, но со вкусом. А сейчас мы пойдем в казино, потому что оно тут легальное. Там, может, мы чуть-чуть монету поднимем и устроим люкса. Ну, хотя бы себе на вечер. Ну что, друзья, курс на фортуну! Ну а что, круто звучит. Звучит круто. Это единственное. Что звучит? Я не хочу в нее садиться, здесь воняет мочой. Я пешком пойду. Но Фортуна нам сказала, пока подождать еще. Чья была идея пытаться обыграть компьютер, я не знаю. А ты же знаешь, какая самая популярная шутка на канале? Да, что я Алан из «Мальчишник в Вегасе». И что у тебя вот, наверное, математические формулы так летают? Нет, не кино. Если кто не знает, машина на АвтоВОЗ стоила одна 74, другая 65. И то нам 5000 делали скидку, потому что неделю мы прожили в Барнауле. Фортуна нам не улыбнулась. Но чтобы вернуться, нам нужно много и сразу, правильно? Ну хотя бы чуть-чуть. Мы можем либо завести стрим и просто проехать оффроуд, что очень как бы скучно. Либо вспомнить о том, что Алтай является родиной добычи золота, ну еще тюрем. Они, кстати, тут везде. Я не имею в виду, что мы найдем 500 килограмм. Хотелось бы. Да даже килограмм не найти. 15% государства Вот дает. 15%. Просто мы скажем, вот тут родник. И все такие, вау. Вы хотите сказать, что вы найдете маленький кусочек золота и потом продадите это так, как будто бы там очень много? Так людей обманывали сколько раз? Вы Нет. хотите уехать сюда целыми или по кусочкам? Там надо всего лишь сначала раз ведром промыть, потом в другое какое-то сито слить, и вот так вот. И надо стоять на внутренней стороне реки, не на внешней. Все, больше ничего не надо. План, Дил. Кирилл. Ход конем. Давайте. Заводи. Поехали. Кстати, я сейчас выйду на разгон. Ребят, я уеду, если смогу. Вообще-то так заведено. А вообще это напоминает все большое русское путешествие. Мне так нравится, что у нас за камерой 70 человек команды. Дайте покажу, чтобы все... Вот он. Все, работаем. Так, нам нужно еще одного члена команды собрать. Он все уже хату там подписал. Да, нас всего было 5 человек, голодных на приключения и на золото.
Каждый был как Индиана Джонс, Уолтер Митти или немного запустившийся Нейтан Дрейк. Берем. На всякий случай я взял москитную сетку и для рыбы садок. А пекарь, подлец, купил то же самое. Своего ничего не может применить. Это мое секретное оружие. Но это ты у меня украл. Это да, а вот это нет. Предохранители в моей машине вот такие. В остальных, во всех машинах вот такие. Какие, думаешь, я возьму? Конечно, вот такие. Вот это угарная, да, штука? Кстати, забыл сказать, что помимо Кариба мы еще смотрели Mercedes ML класса первого поколения. Ну это чуть-чуть получше, чем тот. Потом, естественно, мы решили пойти и посмотреть Honda CR-V. Дырка, он пол торчит, это ковер торчит. Это антикор? Да. Антикором сделано было. Суровый антикор. Смотри, они даже эту подкрасили. Видишь, просто. Видишь, на пул шла. Чел, это очень смешно. Или что, нет? А, здесь да, есть. Там дырка, да? Да. И как вы можете понять по этим кадрам, эти машины нам не очень подошли, хотя временем мы потратили на их достаточно. И чтобы вы не шли по нашим стопам и не тратили свое время впустую, то рекомендую вам Авито Авто, где помимо хороших автомобилей с пробегом, вы всегда можете найти новые автомобили с очень приятными подарками от дилеров. С Авито Авто вы всегда можете найти тачку под любые ваши вкусы, предпочтения и желания. Но самый главный плюс, что вам не нужно лазить по другим разным площадкам, сравнивать цены, предпочтения, опции. Все собрано в одном месте. То есть все самые выгодные предложения вы можете найти здесь, чтобы вам было максимально просто, понятно и комфортно. Официальные дилеры, рейтинги, отзывы, все это позволяет купить машину не только выгодно, но и надежно. Никаких больше рисков и сомнительных продавцов. А еще на Авито Авто дилеры при покупке раздают щедрые подарки. Это могут быть скидки на машины, каска, шины или какие-то другие аксессуары. Скажете себе потом спасибо. Поэтому переходите по ссылке в описании и знакомьтесь с Авито Авто. И покупайте новые автомобили с выгодой для себя. Кстати, вау, нифига, мы здесь второй день и выходит солнышко. Получается, что нам несказанно везет, потому что вчера мне прислала МЧС смс-сообщение, и там они предупреждали то, что, братья, мокрый снег, лед, смерть, всадники апокалипсиса, все для вас. Но сегодня мы решили ехать не по основному маршруту Чуйского тракта. По основному для туристов, то есть который стал классикой для знакомства с Алтаем. Летом его и вовсе можно замкнуть в условное кольцо с помощью парома на озере и вернуться в Горный Алтайск. Если надумаете, то учтите, там существует очередь записи на паром. Она порой достигает 2 недель. Сейчас же мы едем вообще так называемый аппендицит. На карте вы можете это наблюдать, потому что там есть самое узкое устье реки Катунь, потому что я считаю, что там может быть что-то интересное для нас. И, конечно же, там есть еще такое туристическое место, которое именуется Зубы Дракона. Или Коготь Дьявола. Звучит эпично. Выглядит на фотках тоже красиво, поэтому надо посмотреть, мало ли что. Ну что, поговорим еще немножко про мою педаль газа. У меня тут стоит, напоминаю, мотор V8 от Infiniti, и тут электродроссель. Соответственно, никакого тросика между педалью и дросселем у меня нету. Никаких механических воздействий я на дроссель оказать не могу. Соответственно, у меня иногда отваливается дроссель. Он падает в аварию, открывается, наверное, на процентов 20-30-40, я не знаю сколько, но, в общем, тяги нету, тяга пропадает. Но я уже приноровился, немножечко там трогаю провода там-сям, и, в принципе, все, еду дальше. А почему все отстали? А где Паджеро? Паджеро точно едет где-то в кайфе, я не знаю где. Где-то сзади. Не, я еду, ребят, наслаждаюсь прекрасными видами, где мы находимся. Вот по нашу правую руку, ребят, такое озеро великолепное. Молодые ели, друзья, наслаждайтесь. Надеюсь, вы также преодолеваете километры дороги и с таким же упоением и наслаждением, как и я. А можете провести озвучку одного интересного популярного ток-шоу Британии? Всем доброго дня, дорогие зрители. Меня зовут Джереми Кларксон, и я сейчас нахожусь в Mitsubishi Pajero, очень удобном автомобиле на B6. И мы направляемся на Зубы Дракона.
мы решили вспомнить про наши автомобили и рассказать немного про них, точнее про их недостатки. Я не знаю, сколько я еду, я не знаю, сколько у меня оборотов, потому что это все не работает. Тут катастрофически быстро кончается бензин. Бак я заливаю на 800-1200 рублей, потому что там он либо чем-то забит, он еще вытекает. У меня есть только спидометр, который работает по GPS. Ну и то он работает по настроению, когда ловит GPS, соответственно. У меня нету ни температуры воды, ни температуры масла, ни тахометра, ни спидометра, нету ничего. Потому что я с автомобилями на «ты», я ей доверяю. У меня не работает моя магнитола. Мне некомфортно ехать, мне скучно, мне грустно. В большинстве случаев я включаю музыку с телефона. Приходится слушать ее тихо, не открывать окна. Кстати, забыл выключить печку. Она, кстати, у меня исправно работает. Охлаждение не работает, нужно принудительно включать. У меня здесь кнопка. Но, в принципе, тут на улице холодно, оно само как-то остывает. Минусы я бы еще записал. Походу, мне подходят задние колодки, потому что они уже подсвистывают. И, наверное, скоро попка у меня не будет тормозить, но либо мы исправим эту проблему, либо забьем на это болт. Что-то гремело. Скорее всего, это кардан бил по кузову. Либо выхлоп. Я не понял. Люфт руля, но это нормально, где-то примерно 5 градусов. Тормоза. Тормозов нет. Очень странно подтыкается пятая передача. Ну, конечно, не товарняк в жопу въезжает, но такой паровозик Томас, я бы так его назвал. Кстати, покупали эту машину в Петербурге, и продавец был очень добрым парнем. Он сказал, что это машина друга, друг был подписчиком нашего канала, и он говорит, если эта падла не поедет, вы можете купить мою. Она была точно такой же, только другой. Красный, она была не лифтованной, но тоже с кнопкой, которая включала компрессор, она была хозяйской. Когда мы покупали эту, она обоссалась антифризом прямо на осмотре. Но просто не работал на реле. Там провода скрученные 10 раз в одну скрутку. Он нам за ночь сделал. Мы приехали, забрали. Он очень ругался, что мы опоздали, но мы это сделали. Когда мы отъехали с Питера буквально 3 километра в сторону Москвы, она опять сгрелась, потому что это реле уже не работало. Опять самопально что-то скрутили, вставили железку, перемкнули, перемычка, все работает нормально. Вот. Ну, я надеюсь, что я не сгорю. В данный момент я воспринимаю Паджерик не как мои коллеги, потому что у них некомфортные автомобили, а у меня очень комфортно. Он такой же унитарный, как и их. Я надеюсь на это. Боже мой. И вот знала бы эта машина, когда она стояла в питерской соли, на обочине гнила где-то на штрафстоянке, что она окажется на Алтае. Я свою девушку не могу на Алтай свозить, а Volvo свозил. Все, дорогие друзья, ради вас. Ради контента. Ребята, а вы где, ребята? Понял, спасибо. Я пойду заправлюсь, потому что у меня бензин может кончиться в любую секунду. Что я с ним сделал во время подготовки? Ничего. Я даже масло не менял. Поэтому в любой момент мотор может взорваться. И знаете что? Мне уже все равно, потому что бюджета просто уже нет. Единственное, что я купил, это 2 самых дешевых шипованных покрышки только наперед. Потому что мало ли что, чтобы я хотя бы как-то ее удержал. Хотя мне говорят, что эта марка резины очень дерьмовая. Пойдет. А на Volvo так и вообще АТшка, которая как бы не очень себя, наверное, поведет на льду. А на Паджеро я смог в Томске насуетить липучку Йокогама новую. Соответственно, что мне сказал ее владелец? Порвете, я вам жопу порву. На британский флаг, как в британском шоу. О, Алекс, привет! Где вы могли найти Алекса Гусика? Только на заправке. Где же еще? Предлагаю посчитать, сколько раз заправится Алекс Гугурик. Так, мы приезжаем на заправку первый раз, когда снимаем видео. И уже 5-й раз с момента выезда из Барнаула. 18 литров 968 рублей. Так, друзья, тут произошло чудо с Volvo. Я специально для вас переведу камеру и сделаю зум. Ну-ка, включи еще раз омывайку. У тебя дворники на фарах заработали. Так я тебе говорю, я, во-первых, сейчас на заправке шланг вымутил, у меня теперь есть омывайка, я ехал, все, смотри, как брызжет. И дворники заработали. Едем, дорабатываем автомобиль, братух. У меня опять появился какой-то посторонний звук, походу у меня тормоза подклинивает. Жестко причем. Если я просто отпускаю газ, машина просто сразу останавливается.
И вот этот звук. Что ж, опять поломка Вольво. Давно ее не было. Приключения? А педаль стала жесткая и вакуумник как будто бы... Ну, типа я еду, она вот так... Не, диски вообще горячие. С той стороны очень. А, с той стороны очень? Да. Ну и тут тоже, я тут вот так руку... А ты, если еще раз будешь педарты кидать, когда мы едем по дороге, получишь мне. О, собака пришла. Была выбрана лучшая тактика ремонта. Просто подождать, пока остынут тормоза, и ехать дальше. Турбо! В точку, просто в точку. Мы уже почти доехали, но пропустили поворот. Надо было развернуться. Да, у меня все как всегда. Глушусь, завожусь. Коробку инфляцию, обороты, дроссель. Что-то с дросселем. Пацаны, у меня суппорт оторвался опять. Реально, опять суппорт оторвался? Я еще не вышел из машины, ну да, ну все, короче, оторвался. Меня слышишь, а ты случай у сервиса остановил? Не поверишь, пекарь, я у сервиса остановился. Видел там что-то такое, я не понял. Сейчас момент принятия придет. Ищите его! Давай, брат, я с тобой на связи. Да, вам. Так, я опять начинаю нервничать. А вот чел из сервиса только что уехал на X5. Но есть в этом во всем большой плюс, то что это Жига запчасти, и ну я надеюсь, что мы их тут найдем. Вот УАЗики стоят. Так будет вечно отваливаться. Ну, проблема не решена. Ну, пойдем посмотрим на природу. Пойдем. Что ж, я ожидал чего-то более дикого. Но тут все, понятное дело, заселено. Так еще имеется немножечко бизнес-плана. И аквапарк еще строить. Еще аквапарк. В аквапарке реально хорошо. Реально супер. Охрененно. Так, ну где наша Вольво? Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нет, и есть любовь, и нет любви. Сейчас бы на шишике-то влез, да? Мне очень комфортно. Я не сомневаюсь, братец, что тебе очень комфортно. То, что надо тебе? Это знак. Плохой человек на такой машине ездить не будет, запомните. Это мечтатель. Мечтатель, который хочет чуть-чуть лучше свою жизнь. Еще 3 шишиги. Вот машина этого района. А ты не чувствуешь какую-то связь между BMW и сервисом? Yes. Да, ну сломалась-то Вольво. Выходит ерунда, умести в трехрядке, господа, рита. Все быть горло и горы не звенят, а кому ой, девушка? Ремонт закончился успехом, и нам теперь надо было просто успеть до захода солнца. Не слушайте, что у меня там сзади все долбит. Появился новый звук выхлопа. Мы его повесили обратно, он начал что-то пить. Потом у нас почему-то стучит стойка. В принципе, ничего страшного нет. Просто отвалятся рычаги, да и ладно. Вот кому сейчас хорошо, это, наверное, водитель белого Паджеро. В общем и целом, пойдет. Терпимо. Люблю пересеченку. Оффроуд не люблю, пересеченку люблю. Пересеченка классная. Тут можно газу нажать, покайфовать, поприкалываться. О, кони.
Не, ну, пацаны, я честно скажу, мне так же некомфортно, как и вам. Турбо! О! О! Скорость! Остатки древних людей, погребальный комплекс. А золото есть? Не было. И еды, кстати, тоже. Блин, и домашний чай, холодные напитки. Только летом видел. Это все было действительно очень красиво, но совершенно не то. Я ожидал чего-то более маленького, скромного, что реально можно подойти, подкопать, что какая-то там пикник-зона. Но глядя на все это, понимаю, что мы немножечко ошиблись в своих ожиданиях. Вот шашлычка была, вот блинная. Да, и тут Мёд. уже как будто много раз ступала нога человека. Мне кажется, нам нужна речушка явно поменьше. Но. Что, вот в этот бассейн, в этот джакузи? Не-не-не, вот смотри, вот джакузи, видишь? Джакузи ты это назвал? Вот видишь, где джакузи? И вот, мне кажется, оттуда расщелина, оттуда течет вода. Ну течет, но нам нужно побольше. Да, нам нужна зал, где вода... Просто когда она говорила, что тут узко, я реально думал, тут узко и низко. Шатается! Пекарь боится. Он же боится этих... Нет, я не боюсь. Мне вообще не страшно. Нам нужна обычная горная река. Правда уехал. Офигенно трясется мост. Очень круто. Зачем это придумали? Короче, сворачиваемся, нам здесь не подходит, мы сейчас едем туда. Там был маленький мостик, через трубу переезжали. Там попробуем. Там вот это все. А это Тёма. Я не уверен, что у нас получится, но это хотя бы похоже на то, что я представлял про то. Маленькая, узкая, тихая. И неизвестно. Не смотрите на то, что тут куча дерьма. Коней мы любим. Я знаю, что у пекаря там просто целый... У него реально только динамита не хватает. Там этот вообще всю матчасть, все видосы на ютубе посмотрел. Он ботан, короче. Он уверен, да, короче, он уверен, что он что-то найдет. Этот просто антуража навел, любит всякие гаджеты, типа кирка, сито, ну, короче, все вот это. У меня все по-простому сейчас все будет. Ну, кто найдет золото, смотрите дальше. У тебя есть ведро? У меня? Да. Я ботинки нашел только пока. У меня нету ни лопаты, ни кирки, ничего, но я могу из Вольво выкрутить тебе откуда-нибудь саморез. Лёх, кажется, у тебя нет больше черенка. Хорош! Тем временем я нашел саморезы. Я в сапогах. Так. Кирилл вот сломался багажник, он не может попасть вовнутрь. Да, он. Шуруповерта нет случая? А у меня есть лизерман. У меня есть тоже лизерман. Ну, у тебя какая-то... Худжухоху Кей-30. Угу. Не вижу проблем. Принцип работы, смотри, мы сюда вот закидываем, так трясем, вся фракция мелкая падает туда. Вот, потом вот так делаем, сливаем, точнее вот так делаем, ну выкидываем, в общем, все это. Вот, и там все мелкое остается вот там на белом фоне. Как раз если будет золото, все будет вот так вот. Вот. Ну, в принципе, вот 320 рублей, перчатки 500. Косарь и все удовольствие. Оно прям сиять должно! Отбой! Для чего нужны друзья? Смотрите, во-первых, у меня есть лопата, вот ведро. Вот сдам в аренду. Я нашел! Да не гони ты! Она же, да? Надо ударить камень о камень, проверить, типа, на жесткость. Как ударить? Ты что, думаешь, он тут булыжник какой-то нашел? Там песчинка. Песчинка. Маленькая какой. У нас что, шоу заканчивается сейчас? Я не понял. Я еще даже саморез не вкрутил второй. Вначале вымывается вся муть, грязь, берешь вот прям где течение. Потому что металл же всегда тяжелее. Ты делаешь вот так, да? Сливаешь воду, промываешь как бы все вот это, видишь, вода опять грязная стала. Ну, можно посмотреть. Сейчас. Потом берешь вот так вот. Блин, застряло. Оп, отсоединяешь. И тут получается у нас уже вся крупная порода остается здесь. Ты ее выкидываешь, сомневаюсь, что там есть такое большое золото.
Опять нога промокла. Сейчас, секунду. Как бы когда сливаешь, ты сразу понимаешь, где вода, где муть. Играешь с течением. Течение твой друг. Пойду к более успешным людям, чем ты. Так, вот же золото. Ага, пока. Ну, у меня есть тут парочка подозрений. Ща. Короче, смотри. Вот этот, видишь? У тебя супер зум? Ну, нормальный, да. Сейчас Короче, погоди. похоже вот на вот это. Слав, я чувствую, что оно здесь. Лех, зачем ты купил Это- кирку? Мало ли понадобится. Камни ломить? Да. Рубать? Добывать? А как же мне золото с друзьями поделить? Мне подарил человек, который собирал Паджеро в Томске. А вот это сюда. Че, пекарь реально что-то блестело? Нет. Он что, дуру просто гнал? Как искать золото на желтой доске? Че вы замерли? Думаете, у меня получится? Если честно, мне уже это все надоело. Я хочу в тепло. И пиво. Дай гляну, что у тебя тут. Пока говно. Процесс прикольный, но самый тяжелый, я же очень невнимательный. Ты думаешь, можешь пропустить золото мимо себя? Ну, Фьючер мне подсказывает, что здесь золота нет. Нога не болит? Самый простой способ найти видимое золото – это брать лоток и промывать, промывать и промывать. Часто перед вами обыкновенная пустая порода. Ее можно отличить легко. Вы же можете отличить щебенку от асфальта. Мы можем? Можем. И много оксида железа. А в центре есть зеленые камни. Видишь, он копает, как я. Он вообще не с воды берет. Он опять все смыл? Да. Друзья, есть. Есть. Это одна песчинка. Есть одна вещь, даже не одна. Две. Их несколько, посмотрите. Он врет. Опять же, нет. Он бензина больше сжег на свою эту, на свой этот генератор. Признаки. Теоретически оно может присутствовать на всей территории России. Коллеги, Мелкие притоки ручьи впадают в более крупные озера и изгибах рек. это где я искал? Это где мы были? Где мы были? Это где я искал? Да ты в какой-то луже вообще сидел. Это ручей. Это ручей вообще-то был. Это наш сосед, кстати. Мы тут живем. 33 совета, как найти золото. О, вот это хорошее сообщение. Узнайте, где его находили раньше. Научитесь искать следы золотодобычи. Ищите на картах названия, связанные с золотом. Золотая речка, золотой ручей. Ищите все вместе с напарником, другом, кем-то из семьи. Так шансов будет в 2 раза больше. А у нас в 3. Это знаешь, вот я сейчас напишу статью. Не шурши, когда я говорю. Извини. Я убью тебя. Извини. Копайте гравий вдоль ручья. Я был в ручье. Короче, надо медленное. Медленная река нужна. Я все понял. Я иду. Коллеги, Коллеги, это было прикольно. Спасибо, спасибо. Давайте. Мы уже берешь. профессионалы. Брат, она очень злая, если честно. Посмотри на ее глаза. Итак, мы выехали дальше. Снова погода на нашей стороне. Сегодня опять светит солнце, сухо, но это будет недолго. Потому что дальше нас ждет перевал, Семинский перевал. Хозяйка дома сказала, там выпал снег. Но, говорит, у вас же 4 ВД, вы проедете. Все, да не все. А еще, конечно, я купил новую шапку. но за время поездки мы сейчас едем... Блин, а куда мы едем? Тут очень много открытых поверхностей. И как же в меня врезается боковой поток, ребят. Всегда борьба с машиной. Становится не супер комфортно, а ну чуть-чуть некомфортно. Ну, в общем и целом, все в порядке. Машинкой доволен. Машинка пока не подводит. Есть вопросики по поводу задних колодок. Имеется вопрос по поводу задних колодок. Начинайте свое утро с чашки ремонта старого ведра. Заряд бодрости на весь день. Honda поехала. Подклинили опять задние порта. Я уже не смог их
короче, разжать, как я обычно делаю. Я вот так еду, нажимаю одной ногой газ, а тормоз как бы вот так поддеваю, чтобы педалька, ну, короче, отпустила с суппорта. Так это работает иногда. Сейчас вообще перестал работать и появился посторонний звук. Я уже один суппорт подкрутил, он раскрутился. Сейчас я подкручу вот этот, потому что звук пошел с левой стороны. А это мы вообще вчера уже меняли, как бы. Поэтому я полез. Люблю Вольву. Че, брат, может туда петарду кинуть? Я тебе сейчас кину. Мы, конечно, как в одном британском шоу, не уезжаем, но и не помогаем. В моей машине тоже сидят новые звуки, пуки. Пока едет. Вот, шапка новая. Пружина еще у меня отвалилась. Еще пружина с посадочного отвалилась. Сейчас надо поддомкратить машину и поддомкрачу, поставлю на место, пацаны опустят. Еще! Помогаю. Так, а теперь кто-нибудь встаньте сюда, попрыгайте, я посмотрю, что... Ой, это я могу. Только так, без фанатизма. Ну-ка, давай прыгай. Я морд начал раскручиваться. Если ты про этот звук, то он был откручен еще в первый день. Нет, тогда был вот этот звук. Там втулка с аморта выпала. Я напоминаю, что перевал еще не начался. Мы просто едем на заправке. Мне. Ну что, небольшой пит-стоп. Все, малышка полетела, тормоза расклинились. Смотрите. Тут стояли сзади тормоза от какой-то турбовой Вольвы, но запчасти уже было не найти. Там суппорт просто прогнил, вот где поршни ходят в суппорте, просто прогнил суппорт насквозь. Мы свапнули, конечно же, тормоза. Свапнули мы от ВАЗ-21010 передние вентилируемые тормоза назад на нашу Вольву. Вот, отцентровали там суппорт, диск, все нормально. Тут какой-то момент именно идет с вакуумной системой, хотя тут тоже свапнутый вакуумник, так как тут все свапнуто, еще было все половина свапнуто до нас. Соответственно, что, ничего не понятно, как там что сделано, потому что мы там колдун добавляли, колдуну убирали, это распределитель тормозных усилий, скажем так. Но история с тормозами, она у нас повторяется. Ты, конечно, говорил, что машина будет обузой, но не настолько. Это просто бензин закончился и все. Да мы стояли 15 минут назад там. У нас еще там цепи купленные. Они нам, наверное, понадобятся, чтобы я повис где-нибудь на ветке. Пекарь, у тебя... Ой, Лех, ты какую-то плохую воронку. Нормальная, топская. Я тебе говорил, она не пьет. Смотри, сейчас Леша включит все свои навыки заправщика. Она, у меня в ванне быстрее вода сливается, чем здесь. Сказка, песня. Вы не поверите, но наконец-то мы начали ехать дольше, чем 15 минут. Сава, где мои часы? О, no. Правда, лесенку не могу достать, потому что багажник перестал открываться. Куда клеим? Ну, выше всех надо клеить. Выше всех, это понятно. Ходите на наш сайт, покупайте наклейки. Хулиганы. Хулиганы. Да, и для тех, кто не знал, что вот это есть монтажка, ее надо отрывать. Вот так. Опа. И наклейка крутая у вас есть. Мы приближались к первому перевалу со снегом, про который нам рассказывала хозяйка базы. На улице меняется температура, в машине становится все холоднее и холоднее. Там дует сквозняк. Тут нога у меня уже вообще заморожена, мне кажется, она уже инем покрылась. Первое. Жесть, это он так не может вообще никак забраться? Он еще не семафорит, можно мне ехать, не можно. Вроде можно, стреляй. Пекарь, стреляй. Я ухожу в точку, когда, ну, со стороны. Жестко уходишь. Пекарь, как тебе мой дрифт? Охуительно, у меня все стекло теперь грязное. Мат в канале. Мат в канале. И больше ничего сложного в этом перевале-то и не было. Там город, там сыпят, а внизу и вовсе снега не было.
такой дороги и штраф не грех домой привезти. Фотографию отметиться. Мне надо заправиться. Мы прибыли в город Ангудай. Построен в 1626 году. Больше ничего не знаю, то, что я успел прочитать на вывеске. Но, получается, он старее Санкт-Петербурга. На самом деле, очень красиво. То, что нас отговаривали, что мы едем не в то время, я вам скажу, вы не правы. А по Простомскому едете, все идет как нужно. Проблема глобального потепления не меняется, все сдвигается. Зима сдвинулась, лето сдвинулось, весна сдвинула, все идет. Уже в других надо календарь менять. Вот. А то, что мы попали в золотую такую пару Алтая, меня только удивляет и радует. И осталась главная страшилка — это подняться на ретранслятор. Якобы там очень сложно и можно насрать кирпичами. Склейка. Кажется, мы стреляли. Так едешь, смотришь на дома людей, да, на быт. У кого что, у кого скот, у кого сено, какой-то туристический бизнес, там, путешествия на оффроуд машинах, на этих гидроциклах, квадроциклах, там, я не знаю, сплав, байдарки, у кого что. Ну вот они добывают, по-любому, это все отмыв, ответ глаз. Ну, сейчас мы доедем, тоже попробуем. Я думаю, что нас там будет ожидать удачи, ребят, на новой точке. И вот мы уже приближаемся к перевалу Чекитаман. Точнее, мы уже почти на нем. Солнце садится, но мы еще пытаемся захватить для вас какие-то кадры. Машина медленно показывает, что ей тяжело. Но я пока еду без турбины, но уже на вентиляторах, потому что греется, падла. Но красиво я просто не могу. Хлеб с мальчиком, это было легендарное. Ну вали. А, это сгущенка? Такие мы все разные, но все-таки мы вместе. Мы просто медленно продолжали ехать по этому золотому кольцу Алтая и иногда, конечно, включали туристов из Москвы. Форсаж по-русски. Тут грузная ама. Бок рванулась и пошла под откос. Этот памятник вырос из песни про Кольку-дальнобойщика. Эта песня, конечно же, вымысел, но в целом это теперь негласный памятник для всех водителей, которые погибли на этой дороге, и для всех водителей, которые в годы войны возили важные грузы для фронта. Потому что надо ездить с умом, а тем более здесь такая-то дорога еще. Девчонкам надо меньше выкобениваться, чтобы вот так пацаны не страдали. В принципе, ничего не меняется. Ничего не меняется. Смотрите, она хотела повыпендриваться, в итоге пацана под обрыв увела, и теперь ходит она грустная, не штурвала и не рая. Да ну ее! Это гусь в меня врезался, мне видел? Я его чуть-чуть подтолкнул по приколу, он говорит, что ты в меня врезаешься? И взял задом, как сдал, сломал, видишь? Футляра нету. Это вот. Теперь светит непонятно куда. У меня там противотуманка отвалилась. Бывает. Тебе пиздец, я тебе говорю. Да, ты без бамперов домой поедешь. У него очень высокая машина, надо бить в бок куда-то, походу. В дверь в следующий раз. У меня опять дроссель отвалился, почти получилось. Как чинить? Очень хотелось. Как же, что здесь остается? Ну что, новый день, новые приключения. Пацаны, колодок вообще нету задних. Вчера я когда подъезжал, вроде что-то там еще было. Не было столько звуков, а сейчас все уже, походу, закончились. Там металл об металл.
Так что нам надо найти магазин сегодня с колодками. Но благо вазовские запчасти продаются где угодно. А не подскажете, колодки на вас здесь? Здесь вообще все. У меня всегда просто отваливается газ, братан, в самый нужный момент. Нифига там так замяло. У тебя фары нет. А у меня... У меня вот. Сейчас все быстренько починю. Сейчас тебе дам нормально, слышь? Подожди. Вот это вообще будет мясная. Вон. Кариб теряется. Походу цилиндр закис, вот в чем проблема. Да, они новые, они сгорели там просто. О, получилось? К сожалению, мы задержались в этом городке. В Барнауле? Нет, у нас все, как говорится, тяп-ляп-шоу. Там она так что-то на кислого завелась. Мне нравится противотуманка у него. Все четко, поехали дальше. Но Volvo решила прикольнуться вновь. Так, мистер прорыв года. Мистер закрывашка. Я ее завел. Ты это что, да, сделал? Да, я открыл ее, завел. Все, дверь не работает, эта штука поднята. Пипка. Видео, знаешь, типа скотч наклеивают. Это надо скотч наклеить. Да? Надо, ща. Мы так делали в Бразилии, у нас тоже закрылось, нихуя не помогло. Мы тоже так делали, ничего не, скотч не помогает. Надо много очень скотча так наклеить. Я уже устал. Рвется? Не, вы чё, больше гораздо. Надо все. Вы популярные? Да, все, мы крутые, мы снимаемся. Это фильм будет, да? Да. Вы в интернет отправите? Как канал называется? Просто она была бы не заведена, можно было бы так не переживать. Просто она сейчас кипит, вентилятор не работает. Золото мы больше не ищем. Держи. Держу. Что там у тебя? Дела. Я не знаю, пока я пока в процессе. Работай. Так, поймал, ну. Сюда. Сука. Пробуем. Помощь подписчиков еще раз. О! Давай. Все, четко. Подожди, уже, наверное, поднял. Все, поднял. Ну-ка, убирайте инструмент. Так. Давай, один убирай. Что? Нет, ты сделай Тёма, чтобы умыть. О, Пацаны, ура! О, да. Блин, Volvo, смотри, как крепкое. Даже стекло на месте. закрыл. Но оно все открывается. Все. Как новое, смотри, тётя. От души, брат. Спасибо. Спасибо, ребят, огромное. Извини. чипсы есть в багажнике. Давай. Чокопаи, да, были. Че, отличный?
Давайте думать, что Да делать. мы остаемся здесь. Красавчик. Уже магазин ходим. Что за абсурд? Ага. Абсурд, вот он, дверь закрылась. Дверь закрылась, колеса отвалились. Гайки не подошли. Бензин, это вообще уже перестал заводиться. Вау, йоу! Отдыхаем хорошо. Вот раньше металл-то делали, да? То есть мы сейчас ее двумя упорами жесткими гнули. Там она, ну, видно было, что она гнется нормально и вернулась обратно. Но это чудо, как говорится. Да, металл там нормальный, особенно бампера. Пацаны, если смотрите, спасибо вам большое. Увидите этот видос, хоть там в комментариях обозначьтесь, вам все напишут респект и уважение. А вы, подписчики, реально пацанам, которые нам помогли, молодым, с маленькими тонкими руками, напишите респект и уважение. Они все это время стояли с нами и помогали нам открыть Volvo. Как будто жизнь хочет преподать какой-то урок, который мы еще не поняли. Итак, друзья, целый день наша Volvo исполняла. Вы могли это все наблюдать, но световой день очень короткий. Мы просто сейчас не успеем доехать до нашей точки, которую мы запланировали. Соответственно, нам надо чем-то заняться. Сейчас мы едем на недостроенную ГЭС, и прямо сейчас, пока я говорю текст, Volvo застряла просто на укатанной дороге снега. Так, в какую сторону у меня повернуты колеса? Мне кажется, у нас небольшие проблемы. По-моему, завтра оффроуд тоже отменяется. Смотрите, как красиво. Славик, сейчас все будет. Давай, давай, отлично. Давай, мозги мне не делай. Это Леха говорит, что Карибуля не едет. Карибуля вон как скачет. Подводку сняли, а под пиво когда? Доеду или нет? Давайте. На бутылочку пивка Корона Экстра. Тут таких нет. Тут такого нет. А что тут есть? Что ты вчера пил? Под лещ? Местное пиво лещ. Ну, с разгона, я думаю, он заедет по накатанной. По снегу не заедет. По снегу не заедет. Я по снегу поеду. У меня полный привод. Я даже еще блокировку не включил. Я еще турбину включаю, чтобы со звуком залетать. А, реально? А я думаю, что так круто. Это турбина. Он прям звенит. Она, по-моему, прям звенит. Да. Это лучшая операторская работа. Лучший оператор на свете снимает. Как его зовут? Сколько тысяч свадеб он снял? 15. 15 тысяч свадеб? Как думаете, ходами взять или на холостых? Ходами. Ходами. Ну что, с Богом. Эббот был шиштерский ублюдок. Нажми на газ. Я уверен, что у него ничего не получится. Согласен, Бэй. Хоть ты и придурок. Орангутан. Ну уже. Давай, Кабл. Заехал. Так, ну я просто поеду на машине. И я тоже просто поеду. Мы за безопасное вождение. Конечно, медлительнее всех моих коллег. Немножко фонит. Сдаем аккуратненько назад. Немножко газом. Идеально. Ждем оператора. Алексей, ну я довольно-таки комфортно проехал, знаешь, вот подхватил Вячеслава, не нажал газика, просто спокойно заехал, как белый человек. Понимаешь, я как айтишник должен на айтишной машине ездить. Это у тебя айтишная, да?
Да, пусть все знают, что ты крутой, П. Так что, девчонки, если хотите круто трахнуться, спросите контакты нашего оператора Славы, он вас круто трахнет. Нашли твою зарплату. Там неплохо монеток. Смотри, Ключ от Вольво. ключ от Вольвы и 1 рубль и нитка. Чё ты, как ты тут без меня? Так, мне одному хочется залезть в это озеро. Хотя бы приблизиться. Я хочу потрогать. Вот там. Не надо. Кирилл! Ну не надо! Пекарь, лови! Я не буду общаться с тобой. Смотри, у пекаря есть стадия тонкие губки, он такие губки делает тоненькие. Я делаю тонкие губы злые. Вот, смотри, он делает тонкие губы. Ну что ж, у нас новый день и новые приключения. Наш оператор от нас уезжает. И мы остаемся одни. Саня? Саня. Пока. Говорит, Саня. я поеду деньги Ладно, зарабатывать. давай, брат, приугодь. Ну что ж, я бы тоже так сделал. Едет. Сегодня он будет дома уже. Это, пацаны, знаете, что было? Это он завел и поехал. Пацаны, после вчерашних ваших экспериментов со скотчем и открыванием окна, когда у нас закрылась машина, у меня просто все окна в скотче теперь, и он даже не отмывается. Спасибо, братва. Нужно будет чем-то помочь, говори, без проблем поможем. Ладно, сейчас 100 километров осталось, бросок сделать. Сегодня наш путь лежит в долину Чулышман через Катуирлык. Это перевал, который все говорят посмотреть, там есть водопады. Короче, мне вообще это все равно. Эти аккумуляторы менять. Тут ностальгия какая-то проснулась. У нас новый оператор. Ну, временно исполняющий обязанности. Карибчик жестко от меня убегает. Карибуля, ты куда? Компрессор, что ли, нажал кнопочку свою? Нет, просто это вообще. Вся абсурдность нашего действия — это то, что я еду в гору на зажатых тормозах. Вскоре возле дороги мы увидели странные автомобили на столбах. Это что за угольки? Здесь мы оставим, походу, Кариб или Вольво на этот столб, на этих столбах. Смотрите, какая собака. Класть. Пометь территорию. И на переднем тоже. Спасибо, Лейси. Люблю тебя. Мы уже собирались уезжать, но Вольво снова решил напомнить, кто правит балом в этом путешествии. Что, друзья, походу все. А потом появился хозяин территории. Я смотрю, ты золотое сечение ищешь, да? Я его уже нашел. Не нашел еще, пойдем пирамиду покажу. Ну, живот полный. Подержи! Ты че, когда подержишь? Он берет такой, о, маленький какой там козленок. Козленок. О, живот какой. Или такой, да, он такой. Да? По классике. Он такой, да, нет. Нам уже стало интересно, что же будет дальше. Номера на машине, да, хорошие? Да, Прокурорский. А этот вместе с Настей приехал с этого. Евгений Чеботарев, как его? Каскадер-то. Да. Да, вот пойдем Насте поздороваться. А вот от Насти я напрягся и уже не хотел знать, что будет дальше. Там, говорит, Настя. Санкт-Петербург, Рязань. Хозяин хоть и был доброжелательным, но мое лицо показывало всю настороженность. Это мед. А что мне с ним делать? Есть? Смотри на него. Корова глаза.
Понял? Мне поменьше можно? Нет, у тебя аллергия? Нет. Тогда ешь. Понял? Коля заходит, сколько раз отряхиваешься? 0. Молодец. Вообще не заигрываешься? А, тебе двойную порцию. Да не, я большой, но кушаю немного. Не, это вранье. Я поснимаю пока. Спасибо. Мне Спасибо. Воды нет, не вот. Мед? Пока не щелкнет. Все, щелкнул, давай жди. Стой. О, нормально. Стой. Сейчас 100 грамм налью, проверим. А потом-то мы поняли, что это все часть шоу. Это просто перформанс. База у Михалыча существует аж с 2006 года. Всю жизнь он был пограничником, а потом База, и считайте, стал местной легендой еще при жизни. Шутки порой у него были то, что надо. Нормально вы нас тут накормили. Главное, вообще кому на уши лезть, всех нечего. Че, часто к вам гости заезжают? Полный двор. Айтишникам? Айтишника работает. Значит, главный шарлатан. Не поспорю. Первую статью Конституции знаешь? Первую статью Конституции? Да. Нет. Российской Федерации. Вот такой Приятного закон. аппетита. Чесночок, хлебушек Так на нельзя воде говорить же, правильно? и сырок. Держи. Ну я на 5%. Это подарок. Про это что скажешь? Ну это ранимый человек. Его пошлешь, он пойдет и повесится. На ретрансляторных тоже все пугают. Ну вы поднялись? Но мы на обратном пути к этим. Ты его не поднимешь, там снег. Поэтому будьте в этих краях обязательно к посещению. Туристы там часто, полный двор, как говорится. Вот маленький ребенок был, видишь, как ему дал. Вот какой стол. Золото. Но оно есть где-то. Вон, того же контроль, зайди снимать. Да нет, туалет я не буду снимать. Нет, зайди сними, там видно на Черное море, я серьезно. Вид на Черное море Да, отсюда? Да, зайди и выйди просто. Может быть контроль. Силквей. Это с таким видом. Не грех обосраться, господа. Еще зеркало у нас. Ну, немножко напряглись, но в целом это, ну, типа, местная диалектика, как говорится. В целом очень прикольно. Человек живет добрый, принимает донаты. Вот. Будет связь, обязательно закинем ему за чаек, за медок. Спасибо вам большое, если будете смотреть. Было очень весело, было приятно. Вы очень добрый человек, надеюсь, у вас все будет хорошо. Вот, ну а мы отправляемся дальше в путь. Катимся. Сейчас разгонимся. Завелись. Она заводится и глохнет. Все, у Лехи не чикает машина. А у меня что-то тоже уже все, что-то она дает. Так, братуха, ну что у тебя? Все, она больше даже не старт. Что, может, мужика Снег пошел, ни одного оффроуда не сделали, все сломались. Оператор уехал. Не, ну у нее аккум сел, да. Лех, это все проводка в ногах. А что? Ну я... Ты короче, сделал вот так? Ты сделал вот так? Да, я вообще термистру вот так. Вот так вот. Серег, подержишь, если... У него просто навык. Вольво тоже надо делать вот так, и все проходит. Лех, если что, будем просто снимать аккумулятор с Вольвы, ставить тебе, Вольву ставить твой аккумулятор севший. И вот так будем менять бесконечно. И доедем. Да, я тоже про это думал, на Жигах так делали. Да я спрашиваю, как Кирилл там себя ощущает. Очень странно я себя ощущаю, если честно. В этот момент я понял, что моя дешевая резина не самое плохое решение. Так, Лех, подожди меня чуть-чуть.
меня даже двигатель до 75 теперь не прогревается, даже вентилятор не нужен. Просто... Итак, друзья, мы заехали в город Улаган, и первая хозяйка дома нам говорила, что здесь опасные люди, здесь могут и стрельнуть, и подрезать, поэтому быстро проходим его насквозь. Она причем говорила, что они почувствовали вкус туризма и успокоились, но я не доверяю никому. Лучше вообще замрите и смотрите только вперед. Мне оператор предлагает, а оператор, окей, Артем предлагает, я думаю, можете ехать факи показывать? Не надо. Ну, вообще красивый город здесь. Ну, такой обустроенный. И даже крыши у всех цветные. Да и дома приятные. Вообще нас пугают с самой Москвы. Туда вы не проедете, на этой машине вы не доедете. Там вообще снег лежит. Куда вы несетесь в это время года? Уже все поздно, вы все просрали, у вас ничего не получится. В итоге, пока мы просто везде проезжаем, один перевал, второй, третий. Деревня выглядит совершенно обычно. Очевидно, если я пойду ночью со своим хайером в розовых штанах, меня прирежут. Ну, где, в каком городе этого не сделают? Давайте будем честны. Моя родина, моя любовь, вид из окна, моногородок, платье серого сукна. Моя родина, моя любовь, и в каждом окне солдаты трущоб улыбаются мне. Моя родина, моя любовь, вид из окна, моногородок, платье. Дорожка, конечно, пыльноватая. Так, пацаны, мне надо заделать отверстие, короче. В полу я так не могу ехать. Но все равно чувствуется запах пыли, пыль уже на зубках, пыль уже везде. Отверстие. Так, это технологическое специальное отверстие. Вы уж не думайте, что у меня машина совсем кусок говна. Я ее люблю. Не особо встает. И я сейчас ее скотчем чуть-чуть. Вот так. О, все. Новое. Так, что, посмотрим? Посмотрим, помог ли мой полевой ремонт. Че, мой корабль стал гораздо герметичней. Дышать стало гораздо легче. Ну че ты, ну? Давай. Заводись, поехали. Ну че, ну зачем? Нормально же общались и ехали. Давай. У меня все в комфорте, ребят. Я не напрягаюсь, я еду спокойно, еду за Кирюхой. Будем честны, потому что Кирюха уже давно за рулем. А Кирюха давно за рулем, и я через такое часто прохожу. Вот, Кирюха уже давно за рулем, и я думаю, у него все получится. Вот, в принципе, водитель у нас все опыт. Как бы тебе и зрителям скажу. Прикольно то, что я думал, тут просто, знаешь, она насыпная и все, и как бы фиг бы с ней. А тут реально люди работают на каком-то периметре и очень много техники. Volvo тут как будто выглядит в своих лесах, в Швеции. Я продолжаю серию роликов, почему мужчины живут меньше женщин. Тихо, 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 тихо. Ты как будто едешь, как четырка на кривой балке. Я это чувствую. Но уже на перевале погода снова сменилась, и все стало спокойнее. Бегай стабильно, Ваня. Ты смотри, там сейчас он тонкие губки сделает, начнется расплата с тобой. Вась, тут тоже когда губишь. Меня так долго сзади подвеска, мне кажется, люди слышат меня, что я подъезжаю с горы. И тут нам ответил неизвестный голос. Подвеска гремит, это точно, даже здесь слышно. Заезжай в гости. Давай, куда?
слезы с собой. Топтали пыль. У кого насколько температура спальник? Я даже не знаю, я просто у друга попросил. Я его даже в развернутом виде ни разу не видел. Минус 20. Хоп. Раз. Я никогда не думал, что я буду радоваться так этим гаджетам. Тут у меня, смотри, еще огниво. Вот так, шик, огниво, шик-шик. Молоток и воткнуть. Не надо. И тут мы решили посоревноваться в своих гаджетах. Вот, ну небольшой. Антизверь. Ну, Не надо, не надо. еще один антизверь. Арбалет и лук. Ну, мало ли что. Термоодеяло. Браслет паракорд слэш огниво, но он не очень удобный. Но он Там есть искра? есть. Дай попробуй. Отдельно огниво имеется. Я понял, понял. Не Нифига надо мне себе. Удобный мультитул. карточка, кредитка. Практически. Это пила-струна. Свисток. Классическая. Это ручка и пробивалка стекол. Это ложка-вилка. Чтобы разводить огонь. Кстати, тебе должен был. Еще одна. Нет, ты дуешь, и огонь. Братан, это что за штучка? А? Офигеть! Гарри! Еще. Поттер! 2 карабина, но я им не доверяю. Фонарик. Ну и самое главное, компас. Оп. Блин. Что ты крутишься? Да? Мы в какие-то аномалии. Потому что этот компас не крутится, смотри. У тебя север где? Ща. Вот север там? Да, север там. Какая? Она вот сюда показывает. Ну а это куда показывает? Это туда. Согласен. Компас дерьмо. А это оп, ложечка. А это открывашка, и ты их можешь еще соединяешь, и они собираются в одно. Конечно же, кружка, котелок, скотч, ножик на медведя. Оп. Самое важное у меня находится вот здесь. Это вот такая штучка, как у Джеймс Бонда 007. Главное, чтобы мне руку не У нас оторвало. последний, да, он? Не, у меня много их. Я купил патроны. Погнали! Он очень больно ударил. Теперь все знают, где мы живем. Повар занимается. Значит, мы вот сейчас принесли бревно вот это сухое, чтобы нам было не скучно сидеть. Кирилл сделал Volvo Village Resort. Спальничек, картончик и пеноплекс. Я купил в строительном магазине. Я вырезал там еще, видишь, как четко. Я поэтому говорю, тут как в 5-звездочном отеле. Пыли, правда, многовато. Не пропылесосили. Ну, такое дело. Что же сделал я? Я выкинул фейсплам. Открываешь багажник. Все. Я просто убрал аккумулятор, чтобы меня не шарахнуло. А где ты спать будешь? Спальник есть, картонка, а подушка моя сумка. Ну, в принципе, у тебя гораздо даже уютнее, чем у нас. У тебя хотя бы обшивки есть пластиковые. Такие дела. Тут у нас очень комфортный красный спальничек. Вот, я его разделил, Ой-ой-ой. чтобы туда в него залезть. Ой-ой-ой. Всему забуриться. У меня еще ноутбук там с кино будет. Закрыться. Да. У тебя единственный центральный замок работает. Да. Пацаны, что вы кипает? Кто повар-то? Повар! Очень горячий. Вообще не соленая. Надо солить, походу. Приправу дошек. Приправу дошика надо кидать. И когда мы поели, надо было себя как-то развлечь. Без пива. Итак, друзья, у нас сейчас всего лишь тут 7:30. Надо чем-то себя развлечь. Поэтому я придумал всем конкурс. Эти же земли очень богаты на творческих людей, а также на ученых. И тут был впервые изобретен первый сварочный аппарат с Николаем Петровичем Бастурмой. И он придумал такой аппарат «Аргон». И в честь него я выложил специальную, значит, фигуру, на которой написано «Аргон-3». Это новейшая модель. И тем самым мы увековечим его память и сами чуть-чуть развлечемся. Надо будет попасть из арбалета или лука по этим мишеням. И в качестве мишени был выбран самый точный измерительный прибор, самый дорогой измерительный прибор, самый дорогой инвентарь. Его используют многие миллионники в Ютубе, в остальных соцсетях, где прокручивают видео. Это самое трудное, что мы могли достать, но мы это сделали, потому что весь бюджет ушел в эти 6 мишеней. Ты аккуратней с ними будь. Мы Кайен хотели купить, купили Кариб, но зато у нас есть мишени. Опять все бабки на инвентарь потратил. Что там слово «разгон». Камера пошла, это у тебя стрела внизу. Собака на охоте.
Ты вообще в одно место стреляешь. Ты как Халк Хоган. автомат Калашников. Робин Гуд. Повыше. Выше. О. 0 из 0. Николай Бустурма будет тебя не любить. Ты перевернутым держал? Конечно, это подставка для стрелы. Вот, рукоятка же. Ну что ж. О, от земли. Хорош, хорошо шло. Дурак! Во имя контента. Турецкий стрелок. Не прищуривайся. Ты что, закрыл глаза? Ты... Это сложнее, чем я думал. Сложнее, братан, стрелять, когда у тебя рукоятка другой стороной. Это вообще, пацаны, вот это сложность та еще. Вот турецкий стрелок. Куда улетела? Вон она при земле потушала. Он сейчас будет жестко отыгрываться, походу, на нас. О! Красава! Пальчик надо отпускать. Пальчик надо отпускать. Что такое несчастный? Дым в глаза, и у нас стульев нет. И так приятно посидеть на кресле. Скажи, я не люблю кемпинг. Называйте меня просто мистер приключения. Так, ну одевайте, кстати, перчатками, я уже подняли, я... Все. Нас уже немного одолевала усталость от дороги, от машин, поэтому каждый развлекал себя как мог. Сырники. Люблю сырники. Вот сейчас бы я съел со сметаной, возможно, еще с клубничным джемом. Сырники можно есть утром, можно есть в полдник. В принципе, можно сделать, если без сахара, то и на ужин. В принципе, если все будет хорошо, я открою кофе и сырникс by Absurds. Все кайф, все как обычно. Итак, мы доехали до ретранслятора. Это одно из туристических мест, куда нужно подняться на оффроуде. Не каждая машина справится. Летом есть люди, которые забираются на обычных солярисах, где-то чудом, как-то быстро, вскользь. Ну, я примерно догадываюсь, как это должно одеваться. Но я это ни разу не делал. О, куртку порвал! Потому что нужного размера в магазине не было. А, они типа большие, да? Да. Я смотрю. Вот поэтому я вон те штуки купил. Шапку. Давай, доставайте эти штуки. Давай сюда. А, ну здесь тоже не влезет. Кто писал сценарий? Так. Чуть-чуть брюки превращаются. Персонализм! Ладно, кто придумал? Давай. Пожалуй, я тем временем начну добывать золото прямо здесь, потому что, ну, чё, зря время терять. Правильно? Вообще, я читал, что тут был рудник, и тут добывали акташит. Здесь появляется правильное название, но никакого золота нет. Золото было либо выше Телецкого озера, куда мы не поехали, либо туда ближе к Барнаулу, там все эти рудники. Что мы тут делаем, я не знаю. Но вот определенно вот это что-то. Я не знаю, что это. Ну пока на одно колесико накинули, сейчас посмотрим, как будет. Смотри, она теперь в одну сторону едет. Молодец! Все супер. Смотри. Интеграция.
Она просто раздулась. Да, причем ты подъехал, она просто такая, ну ладно. Ну, потому что она не этого размера вообще. Она его так широкая очень сильная и длинная. Не, ну ехал ты нормально. Других не было. Да я понял, брат, спасибо. От души, родной. Дарю. Как это великодушно прыгнул в воду с ней. Ну чё, поехали! Заводи! Чё, пацаны, протягивайте протягивайте, я за вами. Ну что, дорогие зрители, вот вы и дождались этого момента. Оффроуд я изучил только по парочке видео на ютубе. Самое главное, аккуратно двигаться и не чураться использовать скорость, когда нужно. У меня друг сидит на крыше сейчас, чтобы вы понимали. Это очень быстрый подъем. Приходится лежать, иначе по-другому не снять. Я хочу домой. Багажник сидит. Давай, нет. Кажется, мы стреляли. Сука, чё, свалились в клею? Какой багажник? Неважно. Ну, красиво. Антураж. Сейчас, брат, поедем дальше. Мы так просто не сдадимся. Может, пока тут ее оставим? Ему никто же ее не украдет. Если он будет ехать, то я побегу сюда стартовать, а если нет, то нет. Как тебе едет? Нормально. Я иду проверить, едет ли он там. Если нет, если едет, то крикну, точнее буду бежать. Руль так выбивает здесь, просто жесть. Ползет! Так, Volvo ползет, и это хорошо. Газу. Газ. Ползем! Это Абсурд Рейсинг, мать твою! Здесь героическая музыка. Я так никогда не был напряжен, извиняюсь за мат. Ползет наш Их там не видно? Не вижу. Сейчас бы где-нибудь вкусно кушать, а не вот это вот все. Все было хорошо, пацаны встали, я в них уперся, газ пропал. Я успел завестись, но уже хода не было, поэтому все, инерции уже не было. Ну как ты? Знаешь, я ненавижу в жизни две вещи. Кемпинг. Первый кемпинг, второй оффроуд. Да ладно, ты так прыгаешь, у тебя колеса передние вот так аж подпрыгивают. Я думал, будет минутка покоя. Нет. А долго еще? Не знаю, но тут зацепа много, машины едут. Тут, наверное, сейчас на камере видно, что тут какой подъем, не видно? Ну ладно. Тут крутой подъем, если что. Короче, коробка перегревается, газ валивается, привод задний. Можно было бы стравить еще колеса и попробовать еще потолкаться, но есть вариант, что они могут разуться. Конечно, можно их потом взорвать и вот этим всем заниматься. Можно отсоединить наши вот эти вот железяки, которые я с собой привез с Москвы. Да, класть их под колеса, ехать, класть, ехать, класть, ехать. Такая вот лиричная нота. На этом, короче, закончим наш подъем. Вот. Сейчас просто пойдем посмотрим, что там. А Volvo не смогла. Может быть, сделаем ей полный привод, механику и все такое. Мотор есть. Будем дорабатывать, чинить, ломать, гонять. Сейчас бы назад бы съехать задним ходом. Далеко нам ехать? Далеко. Volvo, большая наша обуза. Но мы ее так любим, такие планы. Ну ничего, мы дадим ей вторую жизнь. Может, третью, может, пятую, я уже не понимаю. Знаешь, вот вчерашняя штука, это было не страшно. Это так, знаешь, это больше нервы. А вот, когда я улепетывал от тебя, мне надо было давить на газ, вот тут мне реально было очень страшно. Я видел, как тебя там жестко носило влево-вправо. Я думал, сейчас, если Паджеро сядет, мы тут вообще прикурим. Мои друзья приехали. Мы могли дальше ехать, но потом поняли, что у нас нету троса. Если что, он у тебя, надо за тобой вернуться. Понял.
Сука, просто... Я ненавижу две вещи в жизни. Первая — это кемпинги, вторая — это оффроуд. Сел. Главное подавать все с умным видом, как будто шаришь. Я шарю в этой теме. Иду пешочком. Слава, в целом я понимаю, почему ты уехал. Попытались взять этот ретранслятор. Я что, просто так приехал за 1000 километров не испытать машину за 200 000 рублей? Да хрен там плавал. Компрессор работает, первая передача крутит, я лечу. Поджерик отстает. О, блин, ха-ха, хорошо. Самый прикол, который мы с тобой подметили, Кирюх, то, что Леха за всю поездку вновь влюбился в Карибчик. Произошла вот эта искра, буря, безумие. Да, они наконец-таки, как сказать, засинхронизировались вдвоем. Кариб ему доказал, он ему показал, что все-таки он может. Леха в него поверил, Леха поверил в него, Кариб поверил в Леху. И вот они вместе делают прыг-скок. Я отсюда выкинул все лишнее, ну, кроме себя, так сказать, облегчил автомобиль. Фух, сейчас будет еще тяжело. Давай, Кариб! Обожаю тебя уже больше, чем в начале ролика! У него вот так вот там хода подвески. Машина, мне кажется, трещит по швам, но он борется. Ай, Карибус! Я думаю, что все, наверное, на этом все закончилось. Надо ехать к нему. Он назад сдает. Вообще, если он сейчас в эту яму туда провалится, куда он едет? Кажется, я сел. Да. Чуть-чуть не рассчитал. Все, это конец. Да тихо, не орите, я сам боюсь. Стоп! Стоп! минут еще подъем. Забыл, кстати, сказать, у меня все это время была лебедка. Но она отказалась работать. Именно таким способом переключается режим. Никто этого, конечно, не ожидал. Не ожидали. Продавец говорил, что работает. Продавец говорил. А мы что? А мы добрые, а мы верим. Давай вот этот крюк попробуем просто чуть подтянуть, я попробую хотя бы. Так не повторяйте, так делать нельзя. Но нам можно. Какой потом канал Кариб-то скинуть, чтобы он тут остался? Поедем на Паджеро? Или что? Не, сейчас просто вырвет телевизор ему, я думаю, и все. Ну там вообще какая-то свая приварена, если быть. К чему она приварена? К гнилью. Так тоже делать нельзя, если что. Но нам можно. Юлик, СПБ, привет. Юлик, СПБ, академики, Воротниковые, канал «Поехали». Кто там еще? Менеджер Антон. Всем большущий привет. И пока. Ну что, дорогие друзья, в следующей серии, смотрите, мы во Владивостоке на разборке ищем полный ноускат на Кариб 4 ВД. Сейчас будет трюк. Это спецэффекты. Пекарь. Ненавижу оффроуд. Слышь, брат? Брат, fucking Оффроуд. fucking Кемпинг. yes. Конечно, пол лица срежет мне железкой. Я брошу. Толкай, пекарь! Так, я чуть-чуть выехал.
ты сам не свались. Да пока едется, братух. Так мне нравится больше. Четко, братанчик! Сейчас отсюда тронемся, аккуратнее. Кариб даже не развалился. Да все, потому что в натяжечку надо. Друзья, мы проехали. У нас появился позитивный заряд бодрости. Теперь как? Надо убрать трос, который больше не сворачивается. Отсутствие поворотника — это не значит, что это бесполезное отверстие технически. Это уже не оффроуд, это какой-то Париж-Дакар. Леха, езжай по нашей колее. Понятное дело, дядя! Лех, ты как там? Он рулит, мне кажется. Так, Лех, ты едешь? Не кричи, братан, так. Я боюсь. Как же не хватает дополнительных операторов сейчас. Леха рубится жестко там. Давай, давай, Карибиус, пошел. Так, мы не сваливаемся. Ну, камера не передает, конечно, но подъем здесь прям идешь очень быстро. Не отпускай, не отпускай. Давай, давай, рубись! Рубись! Рубись, не отпускай газ! Давай, давай! Славонька, давай, мальчик мой! Еду по колее за вами, но из-за того, что я прыг-скок туда-сюда, видимо, меня начинают дрифтить из-за блокировки, она только порой хуже делает. И я вот так вот в эти ямы, блядь, залетаю. Но лезет, падла. Давай, давай, поднимайся! Поднимайся! Есть! Все, классно, мы едем наверх. Погнали. Стой! Тихо. Пацаны. Наверх просто ехали, жопу стащило, там вообще, вон река, ущелье, что такое, даже не знаю. Колесо как будто бы с моста уже упало. Судя по летним видео, это простой мостик, который проезжается просто на раз. Но снег добавлял своей романтики. Ну что, попробуй. Ненавижу оффроуд. Fucking оффроуд, fucking кемпинг. Моя очередь. Но дальше романтика снега только усиливалась. Короче, это надо разворачиваться. Да, надо разворачиваться. Думайте пока, где мы будем разворачиваться, друзья. Я думаю только о том, где бы взять пивка сейчас. Ну, кстати, вы можете наблюдать прекрасные виды, как-то шар солнца, ночные сопки, снежные. Как хорошо, что у нас есть лебедка, и она пока работает и не порвалась. Как мое очко.
Ну что, мы проехали самое сложное испытание на нашем пути, забрались куда могли, дальше не можем, просто, ну, реально, это самоубийство какое-то. Ну, не самоубийство, это просто надо много провизии, много бензина, копаться туда, лезть до самого Талова. Но все усложняет снег, который выпал ночью, и он завалил дорогу. Ну, колея как бы виднеется, но это самая большая проблема, это камни, которые могут порезать покрышку. Мы там уже пару раз уперлись. Леха, ваше мнение? Покрышки чужие жалко. Плюс ко всему, даже если забить на этот факт, мы забыли ключи в Volvo, чтобы покрышку заднюю снять. У нас нет ключей. Да, у нас нет инструмента с собой. Давай, брат. Ну, вы знаете, мы, наверное, запишем в нашу тетрадку приключений, что все-таки надо покорить будет транслятор, да. Может быть, летом, на другой машине. На другой машине еще тут эти озера, которые забываю все вещи названия, где суровый оффроуд. Вот туда, да. Мы тогда мы доедем, наверное. А пока что... Пока что нам пора уже домой, на самом деле. Заводись, поехали. А еще пора бы было уже найти золото. Там даже вон лавочка была, тусуются. Да, заезжайте. Да, я куда-нибудь сейчас сюда заеду. Вольва-то прет сила. Так, ну что, дорогие друзья, сейчас будет прикольчик века. Вот он. Похоже на золото? Сейчас начнется золотая лихорадка. О, будет личка в недоумении. У пекаря. Пекаря? Да, думаю, да. Хотя не, может быть, Леха, мне кажется, будет поярче. Лехи, да? Вообще, я хотел бы просто увидеть лица счастливых своих друзей. Хотя бы на пару секунд, чтобы они были счастливы, потому что навряд ли они в обычной жизни где-то смогут испытать такие эмоции, что они нашли золото. Ну, первое, потому что мы нигде его не ищем никогда, да? Второе, ну, мы не связаны с этим никак. Но по факту ощущения, ну, крутые, процесс крутой, все круто. Конечно, сейчас они обрадуются, потом они погрустнеют, потом будут вспоминать прикольчик. Что нашел, смотри, все, который спален. За бутылку. Ты все снимай. Одни камни. На самом деле, друзья, я пошел не за фонариком и не за чем-то добывать. Пришло время моей мести. Я целый месяц держал это в тайне и наконец-то смогу это реализовать. Да, конечно, хотел по-другому, но давайте будем честны. Какое золото? Металлоискателей нет. Снега много. Ищем вообще не там. Все ради шоу. А шоу должно быть веселым. Кирилл, иди сюда. Да, чувак. Нашел! Нашел! Где Леха? Сейчас подойду к тебе. Ты реально нашел? Долбо... Хорошо, ну золото. Убивай его! Убивай! Как ты долго одевался? Едь вот пришел. Нашел золото. Чего? Чего? Да ну! Ты или нас уже глючит? Сейчас потом склейка в ювелирке, нам говорят, пацаны, мальчики, идите отсюда. Кольца сделаем обручальные, да, Лех? Ну, кому-нибудь подаришь. Ну, я уже не верю, блин. Я клянусь. Ну чё? Фокус есть? Ну да, но. Оно не бывает. Но оно блестит. Ну как не бывает-то? Не все то золото, что блестит, конечно, но как будто оно. Ну как не Ну, в бывает? ювелирку пойдем проверим потом. Не бывает ведь. Фома неверующий. Чё, не нужно золото? Чувак, это очень большой кусок просто. Да, это больше, чем у того металла. Да, чуваки, потому что мы ушли. Здесь была выработка, как ты мне говорил. Ну, было. Складывай в кошелечек. Ты ведерко-то береги. Да, ведерко у тебя золотое, Кирилл.
Я пойду побегаю. Золото маме сниму. Лех, ты видел, сколько тут вообще золота? Ты не кричи. Ой, да извини, не кричи. Че, пацаны, на счастье! Что, реально выкинул? Да. Я. Братва, я вас так люблю. Золотой краской покрасил? Да, брат, я покрасил. Это был прикол. Бро, это шутка была, пека. Я был не лучше, если честно. Ты покрасил? Ну я просто был занят костюмом сегодня. И я еще дома покрасил, братан. Я с Москвы привез это золото. Ты меня не смотри, у меня такая же заготовка была. Ну, брат, ну извини, ты вообще мог не ты. Я вообще хотел, чтобы гусь нашел, чувак. Просто гусь пошел одевать костюм, его очень долго не было. Не прячься, да, поговорим. Ну смотри, мы бы приехали в Барнаул, в скупку. Тебе бы сказали, ты что, принес камни покрашенные? Это больно. Я честно скажу, это больно. Да ладно, тоже не переигрывай. Актерское мастерство. Почти проехали по тому самому Золотому кольцу Алтая, но мы решили поехать дальше в сторону Монголии. Там было село Кашагач, там были определенные интересности, которые мы ставили целью показать вам в этом видео. Мы когда лебедку пытались достать, отломали, значит, бачок. Но никто закреплять не стал. Я говорю, а зачем отломали? Да. А теперь смотрим сюда. Это сделал ремень генератора. Когда спускались с горы, с ретранслятора, в общем, кодовое имя этой машины. Мы всем даем кодовые имена. Это был у нас Toyota Кариб, а теперь это Лешин друг Карим. Потому что они сказали, что я на нем как бог. Как на ковре-самолете лечу. Скачу. В обычной жизни, кто меня знает, я много на одних и тех же машинах не езжу. Вот, поэтому Volvo меня немножечко... Мне надоело, честно говоря, я от нее устал. И сейчас у нас будет перевоплощение. Так, ну что, это West Coast Customs. Ну, издалека вообще смотрится мощно. Это... Поехали! На капоте трехлучевая звезда. Это еду я, встречай Москва. Газ отваливается, машина... Решетка стоит дороже, чем мотор будет. Поехали. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow drip down, blow me bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Если отбросить все наши неудачные оффроуды, все наши попытки, эта поездка уже не зря просто тут, потому что божественно красиво. Вроде думаешь, уже тебя ничем не удивить, уже каждый пейзаж знаком, но проезжаешь километр за поворотом, и все по-другому. Не зря эта дорога считается одной из самых красивых в мире. Мы приближаемся к еще одной великой локации. Это называется Курайская степь. Это огромный котлован между двумя хребтами, собственно, Чуйским и Курайским. Здесь огромное количество интересных ископаемых, которые нам нужны, рельефа, но в целом это просто красиво. Так, финальное утро. Солнечный день. Чую беду. Мы проснулись в Кашагаче, потому что хотим на обратке заехать на, так сказать, марсианское полотно. Но сейчас мы хотим проверить аэродром. Потому что в 2020 году на Drive-2 я нашел, что это очень старый, заброшенный аэродром, когда-то действующий. Отсюда летали самолеты до Горно-Алтайска за типа 6 рублей. На наши деньги это 800 рублей. 40 минут лету, 450 километров.
люди преодолевали. Но его, естественно, закрыли. Последний раз его использовали МЧСники, когда в 2003 году тут было землетрясение и все порушило. Если он не действующий, мы делаем драг-рейсинг. Если он действующий, нас не пускают. Просто едем красиво домой, потому что хочется просто банально постираться. Нормально постираться. Так вот в скипидар нырнуть и отмыться. Печка отказала. Не дует. Антифриз как бы имеется, даже в фаре. Но сам механизм, сам моторчик, видимо, все. А нам просто еще ехать обратно. Потому что он повесил значок Мерседеса. Это же Шведиш Ваген. Тут даже, смотрите, режим работы есть, посадочная площадка. Но, очевидно, он сохранен для каких-то МЧСных целей. Шигачевский район своеобразно отличается своей экзотической фауной, также ландшафтами, которые похожи на соседние территории Монголии. Именно здесь можно встретить верблюдов, сарлыков, особо выделяющихся среди привычного домашнего скота. Они вон такие, все в меху. А как же последний день без приключений? А еще обратно ехать. Это вам не британское шоу бросить машину и улететь. Да. Мы так просто не сдаемся. Что мы делаем? Мы переставляем аккумулятор. Секунду. Мы переставляем аккумулятор. Я буду заряжать его. Он будет кататься на моем. Едем в сервис, все делаем и летим домой. Круто? Круто. Потом мне пришла идея сделать гонку прямо по полю. У нас финальная гонка, как в фильмах. На взлетку у нас не получилось проникнуть, но у нас машины оффроудные, overstate, off-road. Вот, так что мы сможем проехать по обычному полю. У Вольво отваливается газ, но мне плевать. Ну что, все пристегнули ремни? Заводись, поехали. Ты чё? Компрессор! Я последний! Что за дорога? Сука! Я проиграл! О, я второй! А у Вольво точно газ пропал? Это все было не обман. Бро, я специально еще там притормаживал. Самое проблемное, это здесь первая передача. Она настолько медленная и тупая, это просто какой-то ужас. Я не смогу догнать Кирилла, вообще ни в какую. Мне никогда это не получится сделать. То, что он моментом берет, а у меня она... Второй раз я буду стартовать сразу с компрессором, со свистом. Я что-то уверовал, что я как будто бы могу сразу. Второй раз я забрал. Тойота, управляй мечтой. Я там так подлетел. Ты видел, как я подлетел? Пока здесь полежит. Ой, эта штука потерялась. Видимо, мы, в отличие от него, подлетели с тобой нормально. Я подлетел вообще жестко. Чувак, я прям вот так поднялся я в тачке. Мне так было страшно. Потом я сейчас колес просто вот так сделаю. Я подпрыгнул. Мы сейчас должны это снять, как вот это где гора, я там еще раз прыгнул. Это мой стоковый мозг. А почитайте, что вот тут написано. Ах ты, у тебя был второй мозг всегда? ВК-45 чип! Прошу заметить. Поэтому, парни, выдыхайте. А печка-то заработала? Нет. А дело не в этом, мы сейчас не на тепло играем. Вот то-то и оно. Даем переключиться.
тебя сделал? Чего? Чего? Ты что гонишь? Я тебя объехал 300 раз. Так у нас финиша не было тут. Давай сделаем финиш. Давай вдвоем заедем. Давай. Давай. Ну что, поговорим про вес, про полный привод, про компрессор, оправдание, слушаю. Никаких оправданий, я тебя просто сделаю в сухую и все. Поехали. Раз, два. Зашлиповалась! Давай! Ну давай! Мне кажется, я видел уже все модели Camry, всех годов выпуска. Camry, CR-V, Camry, Mercedes 202, Шкода, Corolla, X-Trail, Lexus, Fielder. Таким образом, мы получаем, что всего лишь одна Шкода против 1000 надежных машин. Мы были уставшими, но на позитиве, потому что казалось, что финал уже близок, и скоро мы начнем дорогу домой. Я очень сильно замерз. Печка не работает, дует со всех щелей. Я прям очень замерз. Сейчас я себе поставлю портативную печку, прикуриватель. Но вопрос ведь... О, машина выключилась. Все, аккум походу. Только хотел сказать, что печка, наверное, будет высаживать аккумулятор, но аккумулятор сам высадился. Всю неделю я напрягался с этих тормозов, но думал, что все будет в порядке, но, к сожалению, суппорт обоссался. Я нет. Но мы настолько привыкли к поломкам, что считали это неотъемлемым приключением на весь день. Я сейчас в который раз вам докажу, что случайности не случайны, и что надо всегда верить в чудо, и что на авось иногда все прокатывает. Ну, во-первых, потому что я еду на этой машине, которая все время ломается, но это хрен с ним. В начале нашего пути заходили в магазин и кое-что там покупали. Ну, такие типа вещи первой необходимости. И я кое-что там приобрел. Сейчас я просто это найду. И эта маленькая вещь сейчас нас должна спасти, потому что мы открутим тормозной шланг, просто его заглушим, потому что суппорту конец. Ну и там доедем, докуда доедем. Надеюсь, доедем до дома. Теперь мне надо найти это. Это вот друзья мне цепи купили. Так, вот топор мой. Молдинг. Арбалет. Вот это арбуз. Я вез с собой все эти арбузы, потому что я иногда кормлю животных, которые встречаются у меня на пути. Вы что, Эммануэль Любецкий? Перед нашим отъездом я взял вот такой набор. Я подумал, что это пригодится, но это предохранитель для моего авто. И я взял 3 вот таких хомута, но 4, где-то еще должен быть 1. И сейчас вот с помощью вот этого маленького хомута мы открутим шланг и постараемся его пережать, чтобы тормозная жидкость не уходила. Ага. Повторять это не надо, это, ну, так не делается, но у нас вариантов нет. Мы просто в поле, здесь за нами летает черный ворон, поэтому надо быстрее. Вот еще один хомут сейчас мы найдем, 2 хомута сделаем, шланг зажмем и поедем на 3 суппортах. Тут все печально. Колодка, походу, давно уже вылетела, потому что Porsche с Хаула, он вылез, колодки там нету, диску конец. Сейчас вот тут шланг открутим, заглушим, поедем на 3 суппортах. На них весь автоспорт держится. И мы. Мы уже не знаю, на чем держимся. На божьем слове. Так, ну если Бога вспомнили, значит все уже без вилы. Вот такой вот кастом чел. Пока поедем так, доедем до города, там поменяем, купим поршень в суппорт, поменяем, и все будет отлично.
Сколько она стоила? 700 рублей. 700 рублей? Вот за нее? Брат, я если дуну в нее, то теплее будет. Это что за губная гармошка? Это бритва. Итак, друзья, после многочасового ремонта, который у нас сейчас произошел, я понял одну вещь, что эти автомобили — это прямое отзеркаливание нас. Ну, смотрите сами. Volvo. Яркая, внешняя, необычная. Она вся такая громкая, может исполнять, может ехать быстро, может дрифтить, может тормоза отказывают. И также Кирюха может насуетить, тормоза оторвались, все. Вот так вот все, чокнутый, одним словом, Паджеро. Спокойный, большой, вальяжный, никуда не спешит. Да, иногда ломается, тормоза отказывают, но с кем не бывает. Но при этом приятная внешность. Все его любят, все его уважают. Он всем все доказал. Все, спокойно едет, есть лежаночка поспать. Мой Toyota Кариб, а.к.а. Карим. Признаю, название прикольное. Внешность. Я думаю, прямая ассоциация, даже добавлять нечего. Зеленый. И когда наступает момент, когда никто от него ничего не ждет, волшебная кнопка, ну или баночка Редбула, и попер, и пошел, и пошагал. И все таки ой-ой-ой, что мы тут можем? Когда думают, что у нас ничего не получится, мы делаем, у нас ничего не получается, но мы заново пробуем. И это так же. Мне кажется, поэтому я так проникся этим автомобилем, несмотря на то, что вначале я ему не доверял. Машина, которая стоила дешевле всех, с которой ничего не делали, даже не меняли масло, в итоге оказалась самой менее капризной. Генератор не в счет. Только, знаете, не олицетворите нас британским шоу. До них нам слишком далеко. Хотя, если не терять звук с петличек, мы были бы на шаг ближе. Но все равно размах не тот, да и стилек слишком отличается. И да, британское трио. Спасибо за детство. Спасибо, что толкнули огромное количество автоэнтузиастов покупать машины, любить машины, делать автошоу, делать ютубные шоу по всему миру и, конечно же, выходить на разгон. Так, ну а мы подъезжаем на нашу финальную локацию, и это просто неописуемо. Алтайский Марс. Take your protein pills and put your helmet on. Что, друзья, мы наконец-то прибыли на финальную точку нашего путешествия, нашего проекта, который мы готовили, который мы думали, что пройдет гладко, но нет. Он показал на некоторые аспекты, которые важны, которые нужно соблюдать, и как сложно делать это все самим. Но мы это сделали. Спасибо вам, что посмотрели, спасибо, что смотрели до этой минуты. Да, мы очень хотели найти золотой самородок килограмм на 45, может, на 53, 52, но не получилось. Но главное, золото мы все-таки нашли. Это все то, что мы вам показывали в кадре. Это все, что окружает нас вокруг, и все, что у нас есть в нашей стране. Поэтому, друзья, спасибо вам еще раз, что посмотрели. И моя реплика на этом кончается, друзья. Спасибо вам огромное, что круто посидели, покушали, либо поужинали, либо кто-то любовью занялся под это видео. Нам в любом случае очень приятно, что вы смотрите. Понятно, 3 недели уже не дудонил. Эти красоты просто крадут дыхание, и хочется любоваться ими каждую секунду. Но мы, как говорится, уже устали ими любоваться, так что оставляем пальм-ветвь вам. Приезжайте, исследуйте. Прикалывайтесь, ищите золото, не ищите золото, просто любуйтесь. Реально мы не нашли золото, но мы нашли в этом путешествии супер красивую природу, которая, я не знаю, просто шокирует и поражает. Мы нашли в этом путешествии людей, которые нам помогали в моментах, в каких-то там деревнях, в каких-то ситуациях. Кто-то останавливался, что-то спрашивал, чем-то хотел помочь. Мы нашли себе пару уютных жилищ, которые мы теперь считаем, что у нас есть квартира где? В Барнауле своя, в Акташе своя, свой дом у нас есть с чужой собакой, но она уже наша. Проект был реально тяжелый, вот, но в принципе мы все вынесли, мы команда. Вот. Ну, команда наша пока что маленькая. Оператор, привет. Покупайте мерч, нам это все купить еще надо. Да, кстати, у нас на сайте сейчас видос перед Новым годом, да, выйдет? Да. Много всяких новых интересных штук. Поэтому переходите на сайт, покупайте. Тем самым вы помогаете нам, мы помогаем вам быть лучше и стильнее. Ну, еще мы закрываем кредиты. Человек – венец природы. Это лишь условность, брат.
Это ты поймал на милый городских миров кураж. Пособрось дела на время, да белухи с рюкзаков. Ставишь ноги словно стремя на скалистый гор пород, и пусть трудно ноет тело от нагрузки, что забыл. То, чему когда-то предок нас с тобой научил. Горы сразу проверяют то, на что способен ты. И стоишь у обрыва, как песчинка у чисты. Дунет ветер ураганом, и тебя не будет, брат. Так живи и наслаждайся, будь душой, и ты богат. Такое получилось шоу, такая у нас команда, так что спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и помните, шоу продолжается. Шоу только начинается. Не смотрите на наш внешний вид. Мы немножечко побитые, разорванные, но не сдаемся. Ну, еще не хватало квадрокоптер Славина. Слава! Сажай на Карим. Он что, наебнет?